Что вы представляете, когда слышите слово «фавела»? Жаркий Рио-де-Жанейро, узкие лабиринты улочек, наркотики, бандиты, перестрелки. Но чтобы очутиться в этих прекрасных местах, не обязательно лететь на другой конец света. Можно прилететь в Сочи. Тут тоже есть свои фавелы. Это реально, это прямо чисто фавелы. Эти фавелы, они как какой-то живой организм, они постоянно растут, постоянно увеличиваются. Они, к счастью, не такие опасные, как в Рио. В них вас наверняка не убьют, но сочинские фавелы такие же колоритные и интересные. Зачем здесь живет человек, у кого есть Lexus? В Сочи есть уникальное явление – гаражные небоскребы. Мне кажется, это максимум, что можно сделать из гаража. Да, у них там мост, переходы какие-то. Из обычных гаражей вырастают многоэтажные дома. Говорят, один стандартный бокс для машины вырос до 10 этажей, что считается абсолютным сочинским рекордом, а возможно и мировым. Засрали все. Тут нет условий для проживания. По документам эти небоскребы все еще проходят как гаражи, а в надстройках живут люди. Иногда сам хозяин, но чаще всего такая недвижимость сдается студентам, сезонным рабочим, ну и, конечно же, отдыхающим. Те самые комнаты не совсем у моря. И за сколько вот такой вот можно купить? Примерно 1,5. 1,5 миллиона. Да. Я приглашаю вас в удивительный мир сочинских фавел. Да, ну если, конечно, жесть. Вот, многие памятники, они вообще разрушены, все заросло. Это кладбище в Сочи, находится оно на вершине горы. Это очень странное кладбище, потому что где-то половину могил они разрушены памятники, все заросло. Я не знаю, сколько людей сюда еще приходит к своим родственникам. Очень мало могил ухоженных. И отсюда открывается такой вот вид на сочинские фавелы, на сочинские трущобы. Сегодня мы туда пойдем. Говорят, там немножко опасно, потому что люди переживают. Они не любят чужаков, они не любят привлекать все внимание. Надеюсь, с нами ничего страшного не случится. По крайней мере, я уже был в бразильских фавелах. Надо проверить сочинские фавелы. Именно кладбище, возле которого выросли фавелы, и спасло это место. Не будь его, возможно, эту землю давно бы уже забрали ушлые сочинские девелоперы. Но, к счастью, выгодно продать квартиры с видом на могилы не получится, и земля это никого не интересует. Ну что, мы, собственно, добрались до знаменитых сочинских фавел. Что это такое? Сочинские фавелы – это район жилых гаражей. Жители города приватизировали гаражи и сделали над ними настройки. Выглядит это все очень прикольно и интересно. Да, так сказать. То есть, смотри, раньше здесь был обычный гаражный кооператив, на месте которого появился такой вот многоэтажный поселок. Да, да. Ну да, то есть внизу это обычные гаражи, и если посмотреть вот, вот вперед на эту вот улицу, то там какие-то мужички, они что-то копаются в своих машинах, что-то там делают, моют их, еще что-то. Но если посмотреть наверх, начинается жилье. Слушайте, потрясающий район здесь. Мы случайно здесь оказались. В смысле? И никогда не были, мы не местные. Тут прямо город какой-то построили на месте гаражей. Ну, окажем. А это ваш гараж, да? А, у вас там красиво, тоже комнатка. То есть такая прям полноценная гостиная. И в гостиной машина стоит. Слушай, хорошо, а как это держится? То есть это же строится вообще без... Ну, раньше был такой вариант, в принципе, известный среди сочинцев. Это, получается, ты строишь, говоришь, что типа я вот построю себе частный дом, и начинаешь херачить пятиэтажку. Вот. И после этого через суд ты ее узаканиваешь. Не, имею в виду конструктивно. То есть это же вообще просто вот это все сделано на каких-то из говна и веток. Как-то не падает здесь. А не было случаев обрушения? Слушай, это вообще пиздец. Нет, обрати внимание. То есть здесь уровень нарастания вот этих вот объемов. То есть вначале это был просто какой-то там вот какой-то двухэтажный домик, потом стал трехэтажным. Потом из него вырос вот еще такой гигантский царь-балкон. Ну, слушай, это же реально все сколько-то говна и веток. Все этапы развития вот этих вот гаражей. То есть вначале это был просто маленький гаражик, потом вырастает какая-то сначала легкая конструкция, вот из какого-нибудь профлиста такая, вот как здесь, с приставной лестницей просто туда. Потом через какое-то время она обшивается уже этими блоками
пеноблоком, потом вырастают все новые и новые этажи. Конечно, подобный самострой, возведенный без соблюдения строительных норм и техники безопасности, угрожает самим жильцам. Например, в 2018 году в Адлере сгорел такой вот многоэтажный самострой. Жильцы хотели приготовить шашлык, но в итоге погибли в огне. 10 человек, включая одного ребенка. Естественно, после пожара внезапно выяснилось, что дом-гараж был самостроем. Но даже после трагедии, массовых арестов чиновников, ответственных за застройку Сочи, самострой не был запрещен. Наверное, весь этот гаражный кооператив должен сгореть целиком, чтобы власти как-то зашевелились и обратили на проблему внимание. Да, ну вот, кстати, тоже, это все тоже бывшие гаражи, которые превращаются в какие-то дома, да, вот там какой-то вообще царь-дом. Слушай, а как люди здесь вообще живут? Мы просто не местные, может, мы глупые вопросы задаем, так нам удивительно это видеть. Ребята, так, живут и живут, как живут? Люди вынуждают. Жизнь какая, вы что? Вы вынуждают. молодые, уже все, а старые люди здесь разные есть, приезжают, кто-то снимает жилье, работает. А можно просто, ну, заглянуть, посмотреть, как выглядит внутри? Ну то есть, ну здесь такая вот кухня. Ага. И сюда вы еще машину ставите? То есть можно и жить, и машину ставить? Как жить? Как жить после этого? Не, ну как так? Тут здесь все так для жизни организовано, вот там кресло, Потому телевизор. что мы уже пенсионеры, нам, блядь, что дома делать? Мы приходим да. в гараж, что-то делаем. Красивые виды очень. Да. Потрясающе. А как это вообще не падает? А? Как это с инженерной точки зрения держится все? Ну, построил его инженер вообще-то, строитель. То есть не упадет? Не упадет. Там свайное поле под ним проматное. Ага. Потрясающе. 9 метров глубиной сваи буронабивные. А по документам это гараж? Конечно. Красивый гараж. Да, тут все. Вот это все, это гаражи, на самом деле живут. 3 шеи надо отсюда и всех. Надоели жильцы эти все. Засрали все. Тут нет условий для проживания. Тут нет настоящей канализации. А как это все действует, если Да канализация? серут куда попало. Да и все. Как действует. А вы тоже здесь живете или нет? Не дай бог, чтоб я тут жил. Ой. В Йемене одна из достопримечательностей — это песчаные небоскребы. И все удивлялись, как в Йемене буквально посреди пустыни из песка вырастали 5, 6, даже 7-этажные здания. Такая же загадка скрывается и в Сочи, потому что здесь есть гаражные небоскребы. Мы нашли ту самую улицу с 7-6-этажными домами, построенными на месте гаражей. Посмотрите, как мило. Котик спит на подушечках. Так, ну что? Удивительно. Просто удивительно. Слушай, ну смотри, как красиво тут, видишь? Но это уже не похоже на гаражи. Это реально, это прямо чисто фавелы. Смотрите, ну единственное, может быть, да, отличие вас от фавел, вас тут никто не ограбит. Но если только не ночью, понимаете? Вас, ну, как я человек, посмеются там, допустим, да, там, и все. А в фавелах вас может и пострелить, понимаете, за эти оборудования. Да. Бразилия. А вот тут у вас нормально, мы посмеялись, а вы убили. Ну, прям такой вот вход. Да, но это уже точно не гараж. Это мой однофамилец, у меня такая же фамилия. Какая? Как у вас, Илья Варламов. Да вы что, здорово. А вы живете здесь? Да. Ничего себе. А получается, у тебя есть на первом этаже как склад, да, на втором квартирка? Тут у меня вообще 3 этажа, там. 3 этажа? Да. Так. Там еще один есть. У меня просто все такое сегодня, да, То вниз. есть комната внизу. Да, но я там не живу. Здесь комната и наверху. Ну сейчас Ну да, не надо. Так просто, да. все. По-моему, нигде в России такого нет. Где в России? Нет, в Адлере есть. Не, ну, я имею в виду только вот тут Сочи, Адлер, да. Тут так вот из... Ты вот всегда так делаешь в плохом свете, да? Ну, о таких трущобах. Ну, не, ну, возможно, это и государство виновато, но люди-то не разные есть, разные. Но много кто живет не от хорошей жизни. Нет, понятно. Мы, наоборот, обсуждаем, что это надо сохранить как такое культурное достояние. Как в Бразилии эти фавелы ходят, туристы, экскурсии. Вот. Будут сочинские. Не, прикольно. Встретили однофамильца моего. Человек тоже, фамилия Варламов. Живет здесь с видом на кладбище.
Сюда люди просто так не приезжают. Вот я сюда бы никогда просто так не приехал, если бы меня не прижало. Такое, получается, самое дешевое, самое такое жилье в Да. Сочи. То есть уже как бы, Да. дальше некуда. И за сколько вот такое вот можно купить? Примерно 1,5. 1,5 миллиона. Да. Но у нас здесь, как бы сказать, полноценная, в общем, такая квартира. Здесь центральная канализация, все, даже вот есть. Ничего себе. То есть прямо баня. С ума сойти. Мы специально выбирали такой комфорт. Ну и сами кое-что уже успели доделать. Так, собака, не надо мне прыгать. И шикарный вид на кладбище. Ага. Надо немножечко приводить все в порядок. Мы недавно здесь. Мы только сюда заехали. Вот что и коты здесь. Ну, 3. У нас зоопарк. У нас и коты, и голуби, и попугаи. А вот попугай разговаривает, Жорик, скажи хоть слово. Да, Жорик так на заказ он ничего не говорит. Не, сравниться. И вы там еще себе этажик сделаете. И будет вообще замечательно. Вот здесь так смотришь, какие-то вот машины такие недешевые приезжают. Смотрите, у вас у соседей. Просто зачем здесь живет человек, у кого есть Lexus? Но если вы думаете, что такие самостройные районы — это удел окраин, то я вас удивлю. В Сочи застроить жилыми гаражами можно даже центр города. Это же уже на гаражи даже не похоже. То есть это такие прямо с балконами. Где-то похоже, где-то нет. Архитектурного плана из города нет. Облик не нарушают особо. Ну вот такие вот. Тут гаражи — это практически центр Сочи. То есть здесь реально какой-то прям уже у нас получается какой-то Гонконг. Здесь надо понять, что трущобы в Сочи это не только вот эти вот надстроенные гаражи, но и практически все районы, когда отходишь от центра, есть какие-то такие вот очаги пиздца. Когда застраивается каждый свободный метр, когда растут какие-то непонятные вообще дома на домах, дома между домов, дома под домами. Вот. И ты когда сворачиваешь просто с дороги, и начинаются какие-то вот на холмах, просто когда забываешь на кухне пакет с хлебом, и уезжаешь, открываешь его, а там просто новый диковинный мир какой-то образовался, вырос, появилась какая-то своя экосистема. Также здесь свернул с дороги, и у тебя начинается своя удивительная жизнь. Просто невероятно. Невероятно, какой пиздец, и совершенно непонятно, что с этим делать. Здесь не соблюдаются никакие правила, ни противопожарные, там, ни... большинство этих домов, они самострои, не знаю, что-то узаконили, что-то не узаконили. Это Сочи. И это вот такая вот есть здесь особенность. И я вообще без понятия, что с этим делать. Но самое интересное, что такие гаражи, судя по всему, покупают люди, у которых есть несколько миллионов на нормальную квартиру. Ведь некоторые из них стоят не меньше нормального обычного жилья. 6-10. Миллионов? Да. За что? 2-3 этажа. Ну, за гаражный блок. Это вот здесь в центре. Да. И 10 миллионов можно квартиру купить нормальную. Зачем покупать гараж? 3 жилых помещения, например, их можно сдавать по 20-25 тысяч ежемесячно. Блок в трущобах стоит 10 миллионов? Ну, вот 6, может быть. А летом, если сдавать, то сколько это стоит? Ну, там 2500 суток. Сколько? Ты шутишь? Вот каждое из этих помещений И вот 2500. А мы, кстати, тут же живем. в гараже? Снимаем, да. В смысле, ты живешь в таком гараже? Снимаю, арендую. Да. За сколько? Ну, 20 тысяч плачу. 20 тысяч за сколько метров? Там около 30 получается. То есть дороже, чем в Москве. И ты счастлив. С виду, да, они, может быть, как бы невзрачные, а внутри нормальное помещение, жилое. Все как у людей. Канализация, вода, электричество, Да, вообще да, все. То есть да. соседи хорошие. Нормальные, никаких ни алкашей, ничего, все тихо. Здесь, если купить гараж, то есть ты его купишь где-то миллионов за 5, и он окупится у тебя за 2-3 года при сдаче. Разброс цен на жилые гаражи очень большой, все зависит от площади и оснащения. Например, в гаражном комплексе возле кладбища, где мы были в начале, цены на недвижимость начинаются с 1 миллиона 100 тысяч рублей. За столько продается жилой гараж на цокольном этаже без окон площадью 48 квадратных метров. Но есть и совершенно роскошные варианты.
Если хотите сэкономить, то за 6 миллионов можете приобрести очень теплый трехэтажный гараж с клубникой и огурцами в придачу. Не, ну а с другой стороны, вот летом, например, да, кто приезжает в Сочи работать, он снимает здесь за 14 тысяч себе квартирку, 500 рублей в день, и зарабатывает, потом уезжает. Вот так на главном курорте России растут целые гаражные микрорайоны, на которые всем плевать. Год назад новый мэр Сочи сказал, что, цитирую, «жилые гаражи – это плохо». Но что с ними делать, мэр не сказал. Что нас ждет тут в связи с твоим приездом? Не, да ничего не ждет, а что делать со всем этим? Вы как местный житель. Собственность переводить, я думаю. Заканивать. Вот ждем гаражную амнистию, как это правильно называется. Ну, а риск какой, что сейчас могут просто приехать снести все это, да? Ну, теоретически, да, любой гаражный кооператив могут снести. Вот на Олимпиаду уже много снесли. Ну, с точки зрения закона, это все дело нужно сносить, расчищать, а людей куда-то выкидывать на улицу. Но здесь возникает несколько проблем. Сочи и вообще, в принципе, Краснодарский край, наверное, ставит рекорды по незаконному строительству. Если вы думаете, что это единственное незаконное строительство в этих местах, то, конечно же, нет. Проблем здесь очень много, и происходит это из-за тотальной коррупции в Краснодарском крае. Мне кажется, что если уж и начинать наводить порядок, то точно не с этих мест. Конечно, соблазн здесь все расчистить, навести порядок, снести эти трущобы, он для власти очень велик, потому что здесь не будет никаких особых последствий. Ну, максимум, что здесь могут сделать люди, это могут покричать. Здесь живут самые бедные, самые бесправные люди. Это самое дешевое жилье, которое можно в Сочи найти. Вот, то есть хуже этого уже нет. Вот, ниже падать некуда. И забрать у этих людей там последнее, что у них есть, выкинуть их на улицу, большого ума не надо. Попробуй снеси какой-нибудь элитный жилой комплекс, попробуй снеси какую-нибудь гостиницу, есть местного какого-нибудь депутата, судьи или мента. Вот это будет гораздо интереснее. Зачем ехать в Бразилию, если фавелы есть в Сочи? В Бразилии в фавелы, во-первых, ходят туристами целые туры. Там работают уличные художники, и даже Майкл Джексон в фавелах снимал свои клипы. Здесь, значит, будет снимать теперь клипы Гриша Лепс. Или Тимати. Тимати. Моргенштерн. Все, и это станет культурным достоянием Сочи. Будем себя водить туристов. Ну, а сами трущобы, конечно, нужно приводить в порядок. Если у людей получится это все дело узаконить, нужно, наверное, в первую очередь начать с безопасности, посмотреть, как здесь все это дело построено, провести какую-то независимую экспертизу, чтобы не было угрозы здесь обрушения и каких-то неприятных сюрпризов. Велосипеды и все остальное вот никак не приковывают, здесь даже не воруют. Конечно, все дело можно, не знаю, раскрасить, сделать повеселее, возможно, пригласить каких-то художников, чтобы это на самом деле превратилось в какую-то достопримечательность. И, может быть, тогда, да, через какое-то время сюда начнут ездить туристы, это появится, будет еще одна точка на карте. Здесь откроются какие-нибудь, не знаю, кафе, сувенирные магазинчики. Может быть, здесь будет недорогое, там классное жилье, где будут жить студенты. Не знаю. Пишите в комментариях, какие есть идеи, что со всем этим делом можно делать. Мне сама эта атмосфера очень нравится. И гораздо лучше и душевнее, чем все эти мерзкие многоэтажные жилые комплексы. Возможно, когда-нибудь в эти гаражные фавелы начнут водить экскурсии, и они станут знаковым местом для Сочи. А пока власти города закрывают глаза на то, что все это незаконное строительство продолжается, и проблема с каждым месяцем усугубляется. К счастью, строят в Сочи не только жилые гаражи. Например, недавно открыли крутейший скейт-парк. Правда, построить его решили прямо посреди грязи. Теперь все эти вот самокаты тащат через эту вот грязь, и вся площадка грязная. Очень странное решение. То есть они сделали классный скейт-парк, такой огромный, красивый, современный, модный, очень все хорошо, но почему-то не подумали о том, что вокруг не должно быть открытого грунта, из-за этого есть кучу грязи. Ребята сами здесь убираются, хотя нужно было просто либо газон рулонный сразу расстелить, и здесь не так много, и было бы не очень дорого, или засыпать, я не знаю, какой-нибудь там корой, да чем угодно, да, чтобы не должно быть открытого грунта. Открытый грунт — это плохо. А вы блогер, да? Ну так, пытаюсь. Начинающий. Ну, я знаю, вы известны. А просто сейчас для этого. Что?
Вы известный, да, блогер? Ну, я не знаю. Ну, видишь, ты ж меня не знаешь, значит, неизвестный. Не. Вот. Просто спросил. Ну, просто похож. На кого? Ну, типа одного. Ты похож на Гарри Поттера. Только очки надо круглые. Что, как жизнь? Нормально все? Да. Самокатчики не мешают? Мешают. Мешают. Что делать с ними? Надо выгнать. Выгнать? Да. Видишь? Молодой уже за репрессии. Интересно, когда я ему сказал, что он похож на Гарри Поттера, это как комплимент или как оскорбление скорее? Потому что в моем мире это скорее комплимент. Это звучало так себе. Да, так себе? Не, короче, я хотел сделать комплимент. Чувак, если смотришь это видео, не обижайся. Это я хотел сделать комплимент, потому что мне кажется, Гарри Поттер это милый. И мне кажется, это герой молодежи. За что я люблю Сочи? Это за гламур. Можно масочку в стразах. Смотри, какая красота. Тут народ просто взял и, во-первых, захватил себе, повесил какие-то цепи и паркуется на газоны. Чувак купил себе Ауди, а мозги не купил. Натуральная свинья. Байден. Байден избрали и уже, смотрите, накидал банки сюда. Из песочницы украл песок, сломал урну. Все засрано, и какой-то нехороший человек на московских номерах просто паркуется на газоне. Обрати внимание, здесь реально много телефонов. То есть, Да, здесь какая-то тусовка была. Тусовка. Разбивание телефонов. Тут, смотри, шприцы. У нас тут шприцы. И телефоны. С пешеходной средой здесь огромные проблемы. Вот характерный пример. Идет тротуар. Ну да, они отгородили все забором и так далее. Вот мы идем вдоль дороги и все. То есть, если нам нужно идти прямо, мы не можем пройти прямо, потому что здесь нету пешеходного перехода. И вообще непонятно, что делать. Видимо, вот раньше он здесь как-то был. Здесь был какой-то переход, потому что вот есть этот пандус и все остальное. По-другому вперед мы просто не пройдем. Зато есть какое-то безумие из заборов. Такой забор, сякой забор. Единственное, что остается пешеходу, это перебегать дорогу. Потому что, видите, ни вниз, нигде перехода нет. Туда дальше по улице мы пройти не можем. Главное, чтобы было комфортно автомобилям. И здесь Сочи может показать пример, как не надо делать велодорожку. Сложно себе представить более конфликтное место. Ну, к счастью, здесь никто из велодорожкой не пользуется. Но вот, хорошо видна глупость проектировщиков сделать велодорожку у воды. Хотя понятно, что пешеходы, которые гуляют здесь, дети, они все подбегают, чтобы посмотреть на воду. Но вот здесь, видите, якобы есть велодорожка. И это потрясающий ларек, свисающий над водой. Это Сочи. Я немного завидую мэру Сочи. Столько всего надо исправить.